Упущенный год или необходимая школа? Что дала Академия Плющенко-Трусовой и Косторной? Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе – верный шаг, но не стоит во всем винить Евгения Плющенко. Главный сюжет контрольных прокатов в Челябинске – чистый прокат Александры Трусовой с 5 четверными прыжками. На подобный набор она закладывалась еще 2 года назад, и, судя по тренировкам, была готова исполнить его в марте 2020-го, но чемпионат мира в Монреале отменил вирус. Затем Трусова несколько раз выходила с 5 четверными в заявке в прошлом году, когда тренировалась в «Ангелах» Плющенко. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Александре постоянно чего-то не хватало, и возникал даже логичный вопрос. Стоит ли вообще пытаться объять необъятное? Этери Тутберидзе доказала, что стоило. А заодно вернула в игру Алену Косторную, реанимировав ее короной тройной аксель. Так, значит, полный сезон в команде Евгения Плющенко был потерей времени? Или он дал возможность девушкам раскрыть себя с неожиданных сторон? Косторной переход был не нужен, Трусовой – жизненно необходим. Для начала вспомним, в каком статусе покидала самбо-70 та же Трусова. В сезоне 2019-2020 она проиграла все старты, где в соперницах были Косторная и Щербакова. Стабильное 3-е место в финале Гран-при, на чемпионате России, чемпионате Европы. Алена и Анна боролись друг с другом за титул, Александра же, сама с собой. Загнав себя непосильно сложным контентом, она уступала конкуренткам в компонентах и стабильности. А значит, не могла претендовать на победу. У спортсменки был очевидный кризис, и переход в «Ангелы» Плющенко в ее случае был абсолютно логичным. Для успеха на Олимпиаде что-то нужно было менять. С Косторной обратная история. Уязвленное самолюбие и персональный подход в работе Сергея Розанова помогли Алене в короткие сроки освоить тройной аксель. Понадобился всего один турнир, чтобы она довела его практически до совершенства, и элемент стал напоминать чит-код в видеоигре. Вместе с талантом скольжения и презентации элемент Ультра Си делал Косторную практически непобедимой. За весь сезон она проиграла только чемпионат страны. К лету 2020-го она – номер 1 в мире и главный фаворит перед Олимпиадой. Был ли смысл искать другой путь к успеху? В случае с Аленой были важны личные и психологические нюансы, и вряд ли когда-нибудь нам откроется полная картина произошедшего. В отличие от Трусовой, Косторной нужны были реформы, а не революция. Трусову Плющенко не пытался поменять, Алена отреклась от Хрустального. Правда, получилось ровно наоборот. Плющенко и не пытался перестроить Александру. Он следил за ней еще с юниорских лет, и предлагал перейти в свою школу еще в конце 2017-го. Поэтому к 2020-му уже четко знал, как планирует добиваться с ней успеха. То, что именно Трусова будет важнейшим козырем, сомнению не подлежит, Евгений четко давал понять, кто из двух сбежавших из Хрустального звезд ему нужнее. При этом Плющенко видел, что Тутберидзе достигла значительных успехов с Трусовой, и для побед ей не хватало лишь нескольких деталей. Ими Евгений занялся. С Александрой поработали отличные специалисты по презентации и скольжению, зарубежные хореографы, психологи и тренеры по технике. Наконец-то мы смогли увидеть альтернативный взгляд на творческий потенциал фигуристки и поняли, что Трусовой под силу и лирика, и драма, да и коньком она владеет неплохо. Плющенко не стал ломать уникальную технику четверных прыжков. Он решил исправить проблемы со второй оценкой, а также со стабильностью прокатов. А стабильность во многом зависит от психологического состояния. Для уверенности в себе Александре нужен был статус полной эксклюзивности. В команде Тутберидзе на подобный запрос ей бы никогда не ответили, а Плющенко дал ученице желаемое. Пусть и в ущерб Косторной. Алене для того, чтобы оторваться от соперников, нужно было сохранить имеющиеся преимущества и добавить к ним, например, 1 или 2 четверных прыжка. Разучи Алена Сальхов, вероятно, обыграть ее было бы нереально. Но в «Ангелах» Плющенко зачем-то стали лезть в образы и хореографию. Косторная за прошлый сезон, где она пропустила большинство стартов, поменяла 4 программы.
Она хотела отказаться от любых ассоциаций с прежним жизненным этапом. Но для этого пришлось лишить себя и главного преимущества. Трусова обрела себя у Плющенко, Косторная только обнулилась. К быстрому успеху не смогли прийти ни Трусова, ни Косторная. Для обеих командировка к Плющенко стала спорной вехой, но если Александра вернулась из нее другим человеком, то Алену к контрольным прокатам Челябинска просто откатили до состояния весны 2020-го. Будто и не было этих сложнейших в ее жизни 1,5 лет со множеством не только спортивных испытаний. Возможно, Косторная закалилась характером, и теперь ей будет проще в нервный Олимпийский год. Но с точки зрения фигурного катания она в «Ангелах» Плющенко приобрела несоизмеримо меньше по сравнению с тем, что потеряла. Трусова, напротив. Ей терять особо было нечего. Она могла бы затеряться в толпе талантов Хрустального. Тем более вирус раньше срока вывел во взрослые Камилу Валиеву и Дарью Усачеву. За год с небольшим у Плющенко она прибавила там, где это было необходимо, и подошла к Олимпиаде в полной боевой готовности. Успех беглянок после возвращения к Тутберидзе заслуг Евгения не отменяет. Этери всегда была на голову выше всех в плане подведения спортсмена к старту. Другое дело, что работать в этом межсезонье ей пришлось с новой Трусовой, разительно отличающейся от версии сезона 2019-2020. Лучше текущая или хуже, точно можно будет сказать только после Пекина, но прямо сейчас эксперты отмечают прогресс уроженки Рязани в артистизме. Ее произвольная программа под саундтрек из фильма «Круэлла» произвела фурор. И дело не только в удачном исполнении 5 четверных. Наконец-то! В отличие от вариаций на тему «Игры престолов», Александра теперь не просто гонится за мировыми рекордами, но и рассказывает историю на льду. Успешная программа – это всегда про поиск баланса между хореографией и техникой, поиск себя. Косторная нашла победный рецепт еще 2 года назад. Трусовой же год с Плющенко был необходим. Безотносительно того, чем закончатся олимпийские разборки в Китае.